Привет! Вы когда-нибудь задумывались, почему мы украшаем новогоднюю елку гирляндами и игрушками? Если да, то сейчас самое время узнать. В конце XIX века некоторые ученые начали замечать, что малообразованные племена Африки, Малайзии, Южной и Северной Америки периодически начинают подражать более высокообразованным цивилизациям, вроде европейской, и создавать культ поклонения обычным для европейцев вещам. Но по-настоящему это явление заметили после Второй мировой войны, когда американцы оставили свои, ставшие уже ненужными, военно-морские базы в Малайзии, а когда вернулись спустя несколько лет, увидели, что туземцы поклоняются идолам самолетов, сделанных из соломы, и проводят ритуалы с предметами, похожими на рации, имитируя переговоры, а также маршируют по плацу с деревянными палками в виде ружей. Это явление назвали карго-культом, от английского слова «cargo», что означает «груз». Это явление человеческой психологии немедленно взяли на вооружение ученые, и многих это сподвигло стать первыми альтернативщиками. Оно прояснило понимание многих загадочных обрядов, ритуалов и явлений в Библии, Торе, других религиях. И это явление пронизывает все человечество насквозь. Хоть нам и хочется считать, что мы-то гораздо умнее полинезийских аборигенов и не молимся всякой ерунде. Серьезно? Взгляните вокруг. Да карго-культ пронизывает общество насквозь. Многие даже используют его в маркетинговых целях, делая из своих товаров объекты религиозного поклонения. Вдумайтесь, само понятие «бренд» – это в конечном итоге религия. Например, такие бренды, как Toyota или Mercedes, они не могут быть плохими, не могут выпускать плохие машины. Серьезно. Или Apple. Под него нет ни одного вируса, и он не зависает. Правда? Этот карго-культ сквозит и в личностях. Про одних считается, что они никогда не ошибаются, других, наоборот, считают вечными клоунами. Ничего общего с реальностью это не имеет, кроме одного. Такие ярлыки, бренды, карго-культ позволяют сохранить какой-то факт существования какой-либо личности, события или марки сквозь века. Например, мало кто помнит, кто такая кровавая Мэри и почему она кровавая. Но напиток, водку с томатным соком, знают почти все. И это, как ни странно, тоже карго-культ. Посмотрите на традиционные головные уборы евреев, японцев, индейцев, католиков. Мы только сейчас начинаем понимать их смысл, хотя традициям этим уже сотни лет. Таким образом, мы, человечество, проносим сквозь тысячелетия память поколений. Но исследователей шапочек и обрядов хватает и без меня. Я затронул эту тему только потому, что она непосредственно касается моих видеороликов. В частности, в одном из прошлых видео я предположил, что в чрезвычайно плотной атмосфере прошлого гигантские хвойные деревья обязательно должны были служить не просто громотводами, а естественным заземлителем, подключенным напрямую к облакам. То есть молний не существовало. Зато энергия свободно текла внутри хвойных деревьев. Вы только представьте себе эту величественную картину. Ночь. Огромная гигантская ель, уходящая своими вершинами куда-то в стратосферу. И на каждой иголочке этого дерева светится искорка огня святого Эльма. А вам что говорили? Почему на Новый год именно елка? Именно большая и именно с огоньками? Что традиция пришла из Германии? Видимо, со Шлессером, Миллером и Байером шла. В обнимку. Что навешивали раньше на елку шары и конфеты, а еще яблоки, апельсины. Да? Никогда это странным не казалось.
Ах, ну да, мы же все были детьми, верили. Но эта вера, этот кусочек карго-культа позволила нам сохранить родовую память о трех важных вещах. Что хвойные были гигантскими, что на них были очень полезные плоды, которые, возможно, даже светились, и что сами эти елки светились во тьме электрическими огоньками на каждой своей иголочке. Существует библейское предание о том, как появившегося на свет Христа хотели поздравить с днем рождения деревья – пальма, маслины и ель. Но еле нечего было преподнести младенцу, кроме своей колючей хвои и липкой смолы, и подруги деревья осмеяли ее. Ангел наблюдал за происходящим и пожалел скромное дерево. По мановению его руки звезды с неба украсили колючие ветви множеством ярких огоньков, и именно к ним, веселым огонькам, потянулся божественный младенец. Я не знаю, где и в каком источнике находится это предание, да и библейское ли оно вообще. Вполне возможно, этот рассказ придумал тот, кто тоже задумывался и сам не понимал, почему мы украшаем ель гирляндой. В любом случае, это не умаляет важность легенды, поскольку она одним своим наличием говорит о древности этой традиции. Так как же быть с Библией? Верить ей или нет? Сложный вопрос. Но мы же верим Библии в том, что всемирный потоп был. Да. Мы верим Библии, что были гигантские люди. Да. Мы верим, что люди жили по 1000 лет. Да. И постоянно находим этому историческое и материальное подтверждение. На то мы и альтернативщики. Так почему же тогда не поверить библейскому рассказу о светящейся елке? Да только потому, что этого быть не может. Может. Причем, если верить всему вышеперечисленному, светящиеся елки – это просто неизбежное следствие. С удовольствием почитаю комментарии тех, кто попытается доказать, что это всего лишь фантастика. Ах да, я же еще заявил, что молнии не было. Доказательства? Конечно, никаких доказательств. Разве что совершенно непонятный страх древних греков и римлян перед молнией. Тех самых греков, которые были высокообразованными, знали про электричество, строили гигантские храмы. Вот те самые греки жутко боялись молний. Может, как раз потому, что они появились после того, как исчезли гигантские деревья, когда атмосферный потенциал перестал уравновешиваться с Землей. А вот еще одна запутанная история. В 1840 году англичане, русские, ирландцы, американцы, а потом и немцы начали почти одновременно создавать электрическую лампу накаливания, осветительный прибор. Википедия сообщает, что это был англичанин Деларю, русский исследователь Александр Милошенко, ирландец Фредерик де Мален и американец Джон Старр. По другим данным, это были Жабар, Граве, Фермер и Сергеев с Ладыгиным. И вроде бы они сразу стали работать с платиновой или медной нитью в качестве тела накаливания. Однако, если поискать более подробную информацию, то с удивлением обнаруживается, что все эти личности, как бы сказать, очень туманные. Деларю, например, явный фейк, а про остальных вообще нет почти никакой информации. А кто они были? Деларю – астроном, Генрих Гёбель – часовщик, про Милошенко, де Малена и Джона Старра вообще нет никакой информации. Многие из якобы изобретателей были бывшими рабами, подполковниками армии, фотографами, кем угодно, только не электриками. Разве что Граве был физиком. И многие из них работали не с металлическим носителем, а с бамбуковой нитью, волосом, угольной нитью и керамикой. И никакой стеклянной лампы поначалу. В общем, история очень мутная и заслуживает отдельного разбирательства. Меня же заинтересовало то, что многие из этих исследователей поначалу работали именно с углеродными диэлектриками, с древесиной. Все это похоже на некое техническое задание. Вот вам кусочек дерева, вот электричество, делайте что хотите, но чтоб светилось. Почему?
Может, потому что раньше все наблюдали это воочию? Почему столько разномастных людей кинулось изобретать лампочку на этой основе? Может, потому что все знали, что это возможно, и думали, что ничего нет проще? Почему 50 лет упорно работали только в этом направлении, не выбирая других? Может, потому что точно знали, что это должно работать? Почему даже Эдисон провел более 1500 опытов именно в этом направлении, перебирая различные материалы для нити накаливания? Потому что точно знал две составляющие. И почему ни у кого из них в итоге ничего надежного с угольной или древесной нитью не получилось? Может, потому что эффект огней святого Эльма и накаливание – это разные эффекты? Все это очень туманно и очень косвенно, и не может служить доказательством чего-либо. Но уж как-то очень подозрительно. Друзья, никто из нас не застрахован от ошибок. И если в логике моей увидите вы сбой, то не стесняясь, четко, грамотно и без запинок, оставьте под видосом гневный комментарий свой.